Подписчикам привет! Сегодня фильм «Джой», 2015 год. Автор и сценария Энни Момола, Дэвид О. Рассел. Режиссер Дэвид О. Рассел. В ролях Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Эдгар Рамирес, Брэдли Купер. Этот фильм не является биографией Джой Мангана, которая является президентом Ingenious Designs и имеет более 100 патентов. Дэвид О. Рассел внес изменения в сценарий Энни Момола. Бюджет 60, сборы $101 миллионов. Сюжет. Молодая женщина Джой, мать-одиночка, воспитывает двоих детей. С ней живут ее неработающая мать, бабушка, бывший муж и разведенный отец после третьего брака, живут в подвале, к тому же они не ладят между собой. Есть еще сводная сестра, которая ревнует Джой к отцу. Как-то всю их семью пригласили на яхту к новой подружке отца, и там при качке разбились бокалы с красным вином. Джой стала вытирать вино и поранилась осколками. И в этот момент ее посетила идея создать швабру, которой не надо прикасаться руками в процессе уборки, а закончив ее, можно съемную насадку постирать в машинке. Фильм длится 2 часа 4 минуты. От проблем, которые обрушились на Джой, мне стало плохо. Отсутствие денег, поставщики-мошенники, плохая реклама на ТВ, упреки окружения, несанкционированные действия сводной сестры, которые еще больше усугубляют ситуацию, перспектива банкротства. Но Джой подстригает волосы, и я сразу взбодрилась, так как пострижка волос в фильмах – это всегда сигнал к радикальным действиям и переменам. Так и случилось. Джой проявила жесткость, немножко дополнительной ценной информации, и поставщики и мошенники идут на все ее условия. Но теперь о моих впечатлениях. Жалость главной героини. Окружение сваливает все свои проблемы на Джой и ждет от нее решения этих проблем. Немного найдется женщин, которые после развода предоставят жилой подвал для бывшего, сохранят дружеские отношения с ним и будут прислушиваться к его советам. А мать с отцом производили впечатление трутней, особенно мать, которая днями и ночами смотрела телевизор. Жалеешь Джой, а заодно и себя, вспоминая каждодневное хождение на работу, парализованную мать и никакой помощи от близкого окружения. В очередной раз поняла, нельзя никому доверять, нужно вникать во все самой, даже в юридические тонкости той или иной сделки. Отец со сводной сестрой все время вставляли палки в колеса, но Джой, достигнув успеха, продолжала заботиться о них. После первой рекламы на ТВ, которая провалилась, Джой решила сама выступить на телевидении. Персонаж Купера предостерегает ее. Вы стояли перед камерой. Люди вступают в ступор, попав в свет софитов. У нас рекламируют обученные люди или звезды. На что она отвечает. В Америке люди всех рас и всех классов вправе использовать любые возможности и шансы. И она оказалась права. Когда товар рекламирует человек, который сам пользуется этим, а тем более тот, кто его придумал, он верит в то, что рекламирует. И эта его убежденность заставляет людей совершать покупки. Произвели хорошее впечатление два персонажа – подруга и бывший. Подруга настоящая, а бывший, наверное, просто всегда помнил, что бывшая – это прежде всего мать его детей. Однажды замотанная Джой говорит навестившей ее подруге: «Что с нами стало? Куда делись наши мечты? И правда, куда они деваются?» Вот и получается, что кто-то рискует и в финале пьет шампанское, а кто-то просчитывает все риски, все за и против, и в итоге влачит жалкое существование. Наверное, это можно объяснить отсутствием яиц и врожденного чувства авантюризма. Нескучный фильм, посмотрев который, кто-то захочет рискнуть и, может быть, будет на коне, а может и не будет, но сможет сказать себе: «Я хотя бы попробовал». На сегодня все. Всем пока. Подписываемся на канал.